Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 3 по 9 июня. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака нам расскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о тонкостях, нюансах вашей жизни. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и, глядя на карты, но все равно какую-то подсказку вы получите. Сумеете переложить ситуации ваши жизненные на образы карт. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но как альтернативный вариант развития событий рассмотреть можно. Итак, в нашем еженедельном прогнозе что-то тут у вас выпадает. Ух ты! Деньги будут. Или какой-то проект у вас удастся. Или по работе какой-то, как сдвиг в лучшую сторону. Если до этого было, так себе, то тут как раз к более светлым берегам, к возможностям, к более высоким заработкам. Может быть, важные согласования вы на этой неделе сумеете провести. Или, может быть, сделка какая-то у вас уже была, и она там стопорилась, что-то не могли осуществить. Но это еще и есть такое, точнее, значение, девятка чаш, пусть не в этой колоде, но есть значение карты эгоиста, когда у меня все есть именно в плане финансов. Я уже доволен или довольна сама собой или самим собой, поэтому будет желание себя не тормошить. Хотя в целом-то у вас все идет очень даже на позитив, но оно и планетарно также. Итак, сама достану, что важно знать или какая сфера жизни наиболее актуальна будет на неделе. Неожиданности или чего не избежать, с чем вы можете столкнуться. Чему сейчас не время или что вам может помешать. А что же будет радовать, что вам будет помогать. Что скрыто. По основным сферам жизни энергии смотрим. Дела, работа, бизнес. Энергия денег. Личная жизнь, мои дорогие близнецы. Что важно знать? Ага, выбор. И выбор нужно делать. Какая-то прокрастинация не может тянуться очень долго. И здесь у каждого понятно по-своему. У кого-то в личной жизни выбор. У кого-то ехать, не ехать. У кого-то переходить с одной работы на другую или не переходить. С каким человеком остаться? Может быть и так. Или сомнения по части вы уже сделали выбор. Тут просто сомнения могут быть, мои дорогие, когда вы уже что-то выполнили или какой-то сделали важный шаг, а потом начнете думать, а зачем, а нужно ли, а вдруг что-то лучшее. Не мешайте себе, будьте реалистом. В этой карте нам только один совет. Неожиданности, а тут новый жизненный этап. По тройке пентаклей это что-то как из прошлого. Уже вы что могли, совершили, или какой-то ваш жизненный этап, он уже тоже подходит к концу, и нам буквально трое плетут светофор, и сейчас они закончат вот-вот последние штрихи, и для вас как зеленый свет и новые возможности. В неожиданностях возможность куда-то поехать, или все зависит от ваших планов где-то, поменять работу, может быть, или осуществить какой-то проект. Но по этой карте мы еще и готовы учиться чему-то новому. И для кого-то из вас это будет освоение новой профессии, специальности, или вас заинтересует какая-то сфера жизни, вам захочется, сфера деятельности точнее, вам захочется в ней себя попробовать, и вы придете к выводу, что я начну изучать, к примеру, у кого-то язык программирования, почему нет, и так может быть. Или какое-то ремесло, какие-то скиллы будете получать тоже. Но есть именно переход. Прошлое пытается от вас оттолкнуться. Но тут больше идет с позиции, что готовься к новому жизненному витку или к переходу на какие-то другие совершенно возможности. Не есть это неожиданности, но разве что, правда, какое-то предложение или новость вам может поступить, и оно вас заставит, или она вас заставит, как раз сомневаться и перекраивать свои предыдущие планы. Чему сейчас не время? Не время куда-то торопиться или действовать импульсивно. Этому не время. Не время с кем-то спорить. А может быть конкретно, когда, знаете, вы думаете, что я
Мне хочется, по крайней мере, вот у вас могут быть такие мысли. Я хочу что-то быстрее расставить по местам, и для этого мне нужно что-то завершить. И, может быть, это что-то, какая-то тема. Она тоже у вас тянется, ну, энное количество времени. И она вас так изрядно, ну, и измотала. И, может быть, это вот причина ваших сомнений. И здесь может быть внутренний посыл: эх, я сейчас прямо вот одним махом совсем разберусь. Нет, этому тоже не время. Не время поспешным действиям, не время каким-то жестким фразам, не время выяснять с кем-то, как я уже сказала, отношения. Здесь больше в новом направлении вам предлагают все карты мыслей. Давайте откроем, что вам помогает. Не время внутренним страхом. Вы можете тут услышать что-нибудь, или кто-то ляпнул фразу какую-то, и вот вы начнете думать или анализировать что-то. А карта говорит, вам помогает, когда вы буквально не оглядываетесь назад, когда не устраиваете себе глубокую философию на мелком месте, когда сами для себя не ставите каких-то табу, шаблонов, когда себя не ограничиваете. Здесь у нас по 8 мечей девушка видит совершенно другую картину в зеркале. Если мы говорим зеркало, как зазеркалье, это часть нашей души. Так вот, где-то подсказки, может быть, вашего шестого чувства могут быть не совсем правильны на этой неделе. У вас что-то более важное – с учетом тройки пентаклей, стоит у причала каждого дня этой недели. И дело тут совсем не в глубокой философии, которая может привести или к конфликту, или вас самих поставить на паузу, когда мы все никак не можем начать, а мы все думаем до бесконечности. И потом, шаг за шагом, мы вот этот омут мыслей и соскальзываем. И это все нам не помогает. Помогает, когда мы все расставляем по местам и видим, что есть на самом деле. Поэтому не мешайте себе, и у вас все получится. Что скрыто? Вот удивительно, правда? Тут возможности у вас скрываются. И с чего у нас начался наш расклад? Эта карта торопилась вам сказать, что у вас сейчас начинается прекрасный период. Поэтому, правда, выбор, наверное, придется какой-то важный делать. Но я не могу сказать, что он в какой-то иной плоскости, неважно, чего он касается. Что, предположим, вы чем-то занимались одним, и теперь вы в какую-то совершенно другую уходите плоскости. И карта по 9 чаш нам говорит: продолжай, что-то у тебя получается очень хорошо. Или буквально вы можете сомневаться из-за денег. Тогда нам говорят: деньги ты получишь. Дела, работа, бизнес. Вы наращиваете темп. И все, что я сказала по тройке пентаклей, правда, перспективно. Может быть, и есть еще в чем-то стопор, или какие-то дела не решаются так быстро, но всему свое время. Я называю эту карту, и в этой колоде, обратите внимание, 8 жезлов, на наращивание темпа. И я говорю, 1000 дорог сойдутся в одной точке, в нужное время, в нужный час. У вас все получится, но тут, правда, всему свое время. И значит, вам выпадает на этой неделе какие-то вопросы, может быть, и не следует педалировать, а какие-то вопросы, которые вы видите, как, ну, карта ложится, будем говорить, или фортуна помогает, или мне сейчас вот как-то человек конкретный помогает, или вы идете с кем-то договариваться, допустим, к чиновникам, и до этого уже там их 1000 прошли, и все вас встречали с кислой миной на лице. А тут вы видите, у вас есть контакт с каким-то человеком, который лояльный, который нормально выполняет свою работу, который именно, ну, он призван, допустим, помогать или решать какие-то вопросы. И шаг за шагом у вас получается осуществить ваше намерение, ваш проект. Или по работе тоже какие-то подвижки. Наращивание темпа будет. Не ускоряйтесь искусственно. И плывите по фарватеру вашей жизни, как вот, или по тем событиям, которые вот вас словно высшей силой направляют. Но по 8 жезлов тут что-то может и ускоряться, правда. Хотя при этом, при всем, какая-то часть вашей деятельности может и становиться на паузу. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Финансы. Королева Пентаклей. У кого-то это может быть для людей семейных, для людей в паре. Это вы будете планировать, купить, продать, может быть, или наоборот, продать, купить.
или улучшать свои жилищные условия, или продумывать, ну, какой-то и сегодняшний день, как это обустроить, и на завтрашний день, с учетом девятки чаш. Но тут вы вместе будете как заодно. И тогда по финансам, вообще по королеве Пентаклей нам говорят, что стабильно у вас все по финансам даже на этой неделе. И плюс еще увеличение дохода, это уже пока вы не видите, но оно уже вам запрограммировано, как будто деньги будут и в дальнейшем. И я бы сказала, с учетом королевы Пентаклей, это та, которая умеет из хаоса создать порядок. Ну, какие-то решения вопросов, может быть, с конкретным человеком по части имущества, жилья, денег, финансов, любого направления абсолютно. Это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент, или ваша сильная позиция по финансам, что, собственно, нам уже тоже сказали карты. Деньги есть, деньги будут. Личная жизнь. Вам как выход какой-то нужен, может быть, из создавшейся ситуации, и вы его находите. Вам придется принять какое-то мудрое Соломоново решение. Вот, может быть, поэтому нам 7 чаш выпала. И мудрость ваша, мои дорогие близнецы. И мудрость это не значит, что как самокопание или глубокая философия на мелком месте. Повторяюсь, нет. Тут именно вы сумеете решить какой-то вопрос, который раз и навсегда этим сомнениям и положит конец, или осуществить вы сумеете переход на новый уровень жизни. По 8 чаш мы уходим к солнцу буквально. Мы поворачиваемся, вот обратите внимание, как в этой колоде. В чаше находится огонь. Да, огонь, тепло, но мы идем к солнцу, к светилу, к натуральному источнику тепла. И солнце – это наше эго, это наше желание, это исполнение желаний. И по части личной жизни здесь у вас что-то исполняется. Но это потребует от вас и выбора, и мудрости, может быть, каких-то согласований. У каждого здесь по-своему. Я не могу сказать, что как-то ни со знаком плюс, ни со знаком минус. Я вижу, неделя это не такой большой промежуток, точнее, не столько много времени за 7-дневку проходит. И теми вопросами, которыми вы занимались или что у вас было на повестке прежде, скорее всего, вы, если искали этот выход, смотрите, начинается с 7 чаш и 8, вы в конце концов на этой неделе важное решение какое-то принимаете. Может быть, по части как раз куда-то отправиться с вашей семьей или дальнейшие ваши семейные планы. Но, повторюсь, благоприятное время. Не ускоряйтесь искусственно. Тут сама жизнь вам помогает какие-то итоги подвести, наметить правильные пути. Если вопросы касаются изменения вашей деятельности или по работе, какие-то вопросы, тут тоже, вот, понимаете, жизнь подводит к итогам, которые мы делаем, и идем дальше. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.